И снова всем привет, с вами Литорн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, в прошлой серии мы вернулись в Никитаку, чтобы выполнить очередные награды за голову, которые можно встретить тут, а не из Донеджа в основном. Сейчас посмотрим. Так, здесь мы выполнили задание с этой колеей. Подожди ближе, хранитель, нам нужно поговорить. Что-то я не помню такого персонажа. Знаешь, я тут как раз прикидывала, как помочь племени и насолить варианской торговой компании одновременно, но ты меня опередил. Ты становишься полезным помощником. Не то чтобы компании нужна была помощь в поедании себя изнутри, она улыбается. Я так подозреваю, ты хочешь стать моим лучшим другом и вместе помочь региону, так? А ты шаришь. Мне это нравится. Помочь тебе советом, направить в нужную сторону и многого добьешься. Если тебе хочется помочь всем Уана, а не спасать отдельно каждую жалкую деревню, то тебе может быть интересно посетить имперский штаб в Латунной цитадели. Загляни к нам. Там мы уже общались с ними, у меня даже задание не появилось. Так. Мы продолжаем искать беса. Нет, я не хочу ничего отсюда красть. Лорд-адмирал бес, а вот и он. Хорошо. Что-то прям вообще, конечно, откуда они тут взялись, посреди ничего, кучка бесов. Ну ладно. Стоять, грязюка ходячая. Чего лезешь к лорду-адмиралу, а? А? Бес беспокойно оглядывается по сторонам. Ничего нехорошего не делаем. Уходи отсюда. Сурипы вокруг беса принимаются стрекотать и быстро оглядываются по сторонам. Вы что, пытаетесь украсть лодку? Что? Лодка? У лорда-адмирала есть целый флот. Будет бомбить грязный городишко. Пусть начнет с тебя, ага. Бес верещит так громко, что на вас начинает оглядываться. Держи его, ребята! Бес указывает на вас пальцем и верещит на всю лодку. Ладно. Все оказалось довольно просто. Голова, фрагмент карты лорда-адмирала беса. Смотрите-ка, что мы нашли, ребят. На этом клочке побитого жизнью пергамента указываются знакомые очертания островов. Так, на полях нацарапано: без сохранять пергамент, ясно? Не отдавать, не продавать. Когда другие тебя найдут, двигай за ними. Найдешь сокровище, понятно? Хороший бес, капитан. Ну-ка. Собрать карты мы нажали кнопочку. Вот. И она в этот раз сработала. Может быть, их всего две части? Давайте посмотрим. Фрагмент карты. Собрать карты. Нет, пока еще нет. Лорда-адмирала беса. Где второй? Вот, Таркар. Хорошо, я так понимаю, что, наверное, когда мы все сделаем вот эти вот награды за голову, мы найдем все фрагменты карты. Хорошо, так, с этим мы разобрались. С бесом мы разобрались. Дальше смотрим. Ну, колдун и бездельник нужно сделать, конечно.
Вот. Причуда бекарная. Так. Эспера, Змеиный дворец Никитаки. Поехали. Подождите. Еще раз. Змеиный венец. В ее владении. Ага, то есть там, видимо, будет какой-то... Ну ладно, сейчас посмотрим. Поищем. К вам подходит группа Принчипи. Ну и ну, вы только поглядите, кого наконец-то выбросило на наш берег. Серафен умолкает и стоит, сжав кулаки, когда приближаются другие пираты. Вас прямо обдает жаром от преисполняющей его злости. Он проникает вам под кожу, просачивается в мысли. Серафен, притормози, Кэп. Это Молнаш, великая морская дьяволица архипелага, собственной персоной. Она поджидает нас точно акула в прогретой бухте. То Молнаш, охотница на корабли, ходившая на колдуне. Всему меня научила, теоретически. Ледяной шквал прорезает стену пылающего гнева Серафена, грозя повалить вас с ног, сопротивляться, отдаться на волю видения. Соднящие плечи, ноющие запястья, боль в ногах. Вы связаны, а рот ваш заткнут промокшей солоноватой тряпкой. Постоянно кажется, что вы вот-вот захлебнетесь, свисая с бушприта над вздымающимися волнами, окатывающими вас холодной морской водой. С фальшборта кричит Молнаш. «Расслабься», — говорит она, — «расслабься и смирись с тем, что ты лишь бесполезный кусок паучьего говна». Вернувшаяся реальность обрушивается на вас подобно волне. Молнаш. Неужели передо мной новенький капитан архипелага? Одежда вся с иголочки, наглаженная. Удивлена, что эта просоленная улитка решила присосаться к твоему борту. Нарланка изучает вас, спокойно сложив руки на бедра. Серафен, узнаю тебя, Молнаш. Сравниться со мной не можешь, поэтому пытаешься язвить. Мальчик, когда ты будешь столь же стар, как я, то все еще останешься по сравнению со мной беспомощным, точно аидирская служанка, пытающаяся разобраться в научных трудах. Матросы позади нее усмехаются. Оскорбляя Серафена, ты оскорбляешь меня. Прошу прощения, капитан. Не знала, что вы с этим заморышем успели под венец сходить. Тебе еще захочется его на буйке высадить, уж поверь. Мне довелось слышать о твоих делах с Бенветом и Фурантом. Похоже, ты теперь знаешься со всеми Принчипи. Девушка прямо зеленеет, злостись, что ее не пригласили на вечеринку. Она усмехается, демонстрируя острые желтые зубы. Я ищу мужчину по имени Ремара, предавшего наше дело. Серафин, Ремара не предатель. Выжившее это из ума осьминожье дерьмо. Серафин рычит, сжимая кулаки и топорща мех. Когда вы ощущаете охвативший его гнев, у вас начинает мутнеть в глазах. Отдаемся на волю видения. Резкий удар по щеке, и ваша голова бьется о доски. Что-то мокрое струится по затылку, склеивая мех, а Молнаш возвышается над вами, сжимая кулаки. Яркая вспышка, и ваш рот наполняет медный привкус. А затем за ее спиной возникает старик, чьи глаза одновременно наполнены и состраданием, и гневом. Он кричит на Молнаш и склоняется над вами. Гнев рассеивается. Когда пелена ярости улетучивается, вы видите улицу Никитаки. Капитан, за Ремара назначена награда в 4000 пандов, живого или мертвого. Я готова отстегнуть тебе 10-ю часть, если ты часом знаешь, где его искать. Она вновь бросает взгляд на Серафина. Не сказал бы, даже если бы и знал. Осторожнее. Ты же не хочешь нажить себе врагов среди Принчипи Сен-Патрена? Те, кто помогает нашим врагам, разделяют их судьбу.
Она проводит пальцем по горлу. Желаю удачи, капитан. Еще увидимся, Серафян. Она разворачивается на пятках и уводит свою команду. Так. Поместье Мухая и поместье госпожи Эспера. Вот сюда нам нужно. Статуя, идущая через море, причинила уже столько разрушений. Как я надеюсь, что мне не придется выбирать сторону между Валианской торговой компанией и Королевской. Что ты делаешь в моем доме? Тебя сюда не звали. Это поместье, а не хижина на 7 ветрах. Смотря вам прямо в глаза, Эспера не спеша берется за оружие. Я здесь за твоей головой. Ты и так легко об этом говоришь. Ты в первый раз, наверное. Сжав зубы, она бросается вперед. Так. На пути, закаленном в огне, странствие Геррика Илтона. А мы ее прям сразу убили. Фрагмент карты госпожи Эспера. На полях нацарапано: Эспера, в качестве прощального подарка прошу тебя дать остальным хотя бы пару недель перед началом погони. Я знаю, что тебе нужны деньги, но дай им фору. Я закопал наше общее сокровище. Капитан Хенка. Капитан Хенка. Пустота души. Интеллект +1 дает эффект белолиста после привала. Не помню, что такое белолист. Посмотрим. Так. Гримуар наемного волшебника. Да, подвисание, конечно, в игре вообще не радует, на самом деле, ребят. Но вроде бы их стало чуть-чуть поменьше. Я, кстати, изменил одну интересную настройку. Избранные письма разносчика Доров Идена и бортовой журнал наездника Гросс.
Отличный стёганый доспех. Тут достаточно много чего можно поискать, кстати, как видите. В самом книжке. Свиток объятий когтей земли. Об эффективности песов. Зелье восприятия пространства, зелье духовного щита. Чудное чудище архипелага мертвого огня, родимая земля, поэма из эры Клонфада. Резное изображение Нгачи, выполнено с особым вниманием к деталям, от чешуек на ногах до кончиков зубов. Хорошо. Так. Что у нас осталось? Вернуться к Десераль. Катрен. Отправиться к священным ступеням Никитаки и убить Катрен. Обычно она появляется в том районе только ночью. Священным ступеням Никитаки. Интересно, какие еще болезни принесут чужестранцы на наши берега? Священные ступени. Так, что у нас там сейчас по времени? Время 20. Так, обычно появляется в том районе только ночью. Катрен. Ищем ее. Кованный железом конструкт. Интересно, вот она. Оценка, отлично. Что в тебя? Мне нужно было всего парочку деталей. Женщина бормочет себе под нос, расстроенно разглядывая окружающие конструкты. Что ты тут делаешь? Что? У меня нет времени тебе объяснять. Проваливай. Катрен, я полагаю, прощайся с жизнью.
Опять. В каждом городе по десятку таких тупиц, как ты. Так, нет, я не буду тут кастовать какие-то мега штуки, потому что сейчас еще зацеплю людей вот здесь вот, видишь, подвижник Магран еще. Давайте сначала вот этого нашатаем тогда. Вот чуть послабее. Так, как видите, на нас напали стражники Никитаки. Это проблема, конечно. Ладно, сейчас отойдем сюда подальше. Опять. А, на нас нападает? Да, на нас. Блин, вот это вот, конечно, не очень хорошо. Вот это вот глюк игры. Ну, хотя как глюк игры? Понятно, что стражники не очень за то, чтобы драться на поверхности, но, блин, это же не мы придумали этот квест, правильно? А вообще это, видимо, из-за того, что конструкты используют АОЕ заклинания. Мне так кажется, это очень похоже, по крайней мере. А ну-ка, если тут внизу, тут кто-то есть, тут вроде никого нет. Ну, пускай тогда вниз все идут.
где-нибудь здесь вот спрячемся. Да блин, спрячьтесь вот здесь. Сюда, вот вниз. Так вот. Все, теперь нападаем. Здесь даже можно долбануть шариком. То есть он пробивает вот только эдер. Не только, мы все по нему попадаем, но как бы урон наносим, но пробивания нет. Интересно. Готов. Так. Фрагмент карты Катре. Цепь покорности Эндра. Урон 10% как колющий. Размашистые удары. Отличное качество. Разрушитель волн. Шанс 10% вызвать испуг на 8 секунд при обычном попадании, исключая легкие. Это вот неплохо. Живая сталь. Демарка. Все. Так, ну давайте посмотрим, может быть это все карты. Вы получили предмет. Карта сокровищ капитана Хэнка. Сшитые из лоскутов подобие карты указывает на далекий остров. Вы легко различаете приземистые домики и надпись «Деревня Янбрик». На северном побережье неаккуратно нарисовано что-то вроде черепа. Тонким неразборчивым почерком по контуру суши написано «Утопленные могилы». От этого пергамента у вас мороз по коже. Случайно касаетесь пальцем нарисованного черепа, и сердце начинает колотиться как ненормальное. Так. Деревня Янбрик.
Янг. Ладно, давайте запомним, что карту мы собрали. Пока мы деревню Янвик не видели. Так, Катрен есть. Теперь Урнокс, он находится далеко. Бейна мы убили. Все, получается, нам колдун и бездельник. Расспросить Удину в сияющей бане в Никитаке. Поведение не активен. Только автоматические атаки. Кстати, видите, можно сделать так. Так, сияющая баня. Сейчас бы вспомнить, где она находится. Возвышенность Перики. Сияющая баня, да, возвышенность Перики. Так, давайте только сохранимся, потому что сейчас мы прям туда полетим, вдруг там будет что-то происходить. Мы попытаемся этого командира спасти, я думаю. Капитана, точнее. Потрепанный в боях гримуар. Смотрите. Здесь люди оставляют свои вещи. Урвина или Удина? По-моему, Удина ее зовут. Пожалуй, я откажусь. Удина, вот она. Ты несешь сюда свою боль, но избавления не жаждешь. Жаль. У воды сидит эльфийка преклонного возраста. Ее кожа вся в морщинах и пятнах, розоватая от тепла. Лицо и тело покрыты многочисленными шрамами. Она открывает глаза и пристально смотрит на вас. Боль? Меня не мучает никакая боль. Как скажешь. Эльфийка смотрит на вас внимательно и бесстрастно, словно врач. Что привело тебя в бане? Вода облегчает боль, долгие страдания моего духа и плоти. Серафин, клянусь бледными яйцами Бераса. Хватит пичкать нас грустными сказками про Шивет и жаба. Рассказывай, что там с Римарой, можешь жалеть себя сколько угодно. Удина, Серафин, она улыбается печальной доброй улыбкой. Римара рассказывал мне о тебе. Он сказал, что ты придешь, если будешь в опасности. В опасности? Только не я. Но я действительно его ищу, и я ему нужен. Я это чую своими мохнатыми причиндалами. Если ты желаешь ему добра, то должна рассказать мне все, что знаешь. Он просил меня никому не говорить о его планах, даже тебе. Он покинул эти места, понимая, что несет в себе опасность своим близким. Она протяжно с усилием вздыхает и морщится от боли. Пожалуйста, помоги моему другу, Удина. Он любит Римара как родного отца. У меня нет настоящей семьи, но он мне ближе всех. Почему он мне не доверял? Серафин опускает голову. Он доверял тебе полностью. Удина хмурится, глядя на Серафина. Ее глаза блестят от слез. Я расскажу тебе. А ты уже решай, что делать с этим знанием. Римара отдал мне свой галеон в обмен на клипер. Неравный обмен, но он сказал, что ему требуется максимальная скорость. Не знаю, что именно он задумал, но он отправился на Саюку, чтобы пополнить там запасы. Больше я ничего не знаю. Надеюсь, это тебе поможет. Он обменял колдуна на какой-то эльфийский клипер? Капитан, да это же дурь какая-то. Его же любой пират потопит. Кто еще охотится на Римара, кроме Молнаш?
Конечно, главная угроза это этот насквозь просоленный говнюк, но кто откажется от такой награды за голову? Легкий способ заслужить всеобщую благодарность. Поплывем на Саюку. Капитан, да ты просто мои мысли читаешь. А я-то считал, что это мой талант. Он подмигивает вам. Спасибо, подруга. Наслаждайся купанием. Он кланяется Удину. Счастливого пути. Рано или поздно плоды войны догонят каждого. Так, ну ладно. Сейчас, я думаю, мы встретим наших друзей. И снова ничего не скажем. Нет, никого не встретили. Странно. Ладненько. Так, ну что ж, давайте смотреть. По-моему, это все, что нужно было сделать в Никитаке. Вот. А в Саюку нам, по-моему, еще по какому-то вопросу надо. Говорит с Ацурой в Латунной цитадели. Давайте поговорим. Не помню, кто он. Поэтому просто пойдем в Латунную цитадель, там будет. Это Лакоя. Он не в салоне, он в имперском штабе. Форме. По-моему, вот здесь вот он. Нет, Хазануя. Еще нужно было по карте посмотреть. Ступени вниз, интендант. Нет, Хазануя пару, но давайте ступени вниз. Латунная цитадель. Сура.
Цура складывает руки, наклоняет голову и глядит на вас, словно какая-то задумчивая хищная птица. Он выжидает несколько секунд, прежде чем начать говорить. «Я должен покорнейше поблагодарить тебя за помощь. Ты оказал Акайе и всем нам неоценимую услугу. Акая говорила, что у тебя есть для меня работа». «О, это так». Его глаза вспыхивают, и на лице появляется энергичная улыбка. «Наш архипелаг столкнулся с великой несправедливостью, Алито. И у тебя есть возможность покончить с ним. На архипелаге Мертвого Огня пустила свои мерзкие побеги работорговля. Мне удалось узнать, что обосновались работорговцы на острове Крукспур. И для чего работорговцами заинтересовалась королевская компания архипелага? Чтобы избавиться от них». Он пожимает губы и сдергивает нос. «Всюду, где занимаются своим неприглядным ремеслом работорговцы, они сеют хаос. Они подрывают основы общества, мешают торговле и привлекают самых жестоких из преступников. Серафен, не говоря уже о том, что они уродливые. И воняет от них, как от гниющей сточной крысы. Они жульничают в кости, никогда не напишут весточку домой маме». Он перечисляет обвинения, загибая пальцы. В общем, проще сказать, что они делают правильно. Например, если пырнуть их или всадить пулю, то они, как положено, помрут. К сожалению, им много лет позволяли действовать безнаказанно. Он хмурится. Что значит позволяли? Он глядит на вас из-под полуприкрытых век, и на его губах играет коварная ухмылка. Заметив это, он быстро избавляется от нее. Если бы у Анны направили против работорговцев свои силы, этой неприятности никогда бы не удалось разрастись до таких размеров. Он разводит руками, жестом показывая, что это должно быть очевидно. То, что неприятность все же разрослась, следствие попустительства, и отвечать за него должны правители Каханга. Он сердито фыркает. Откуда вам это известно? Позволь продемонстрировать. Он складывает ладони и прокашливается. 2000 лет назад наш народ начал завоевание Рауатай. Эти земли были совсем новыми для нас, а многие из коренных жителей были куда лучше оснащены. Он складывает пальцы домиком и приподнимает брови. Но мы взяли верх. Мы были едины там, где они были рассеяны. Мы не желали влачить жалкое существование, прячась в скальных пещерах. Мы твердо намерены были построить для себя лучшую жизнь. К чему ты клонишь? Я лишь указываю на то, что разделенным, разразненным племенам сложно удержать контроль над своей территорией. Он снова бросает на вас быстрый взгляд. А разве не будет благородным просто положить конец этой заразе? Особенно учитывая, что сами Уана на это не способны. Он глядит вам в лицо, ожидая увидеть согласие. Вы делаете это не по доброте душевной. В чем ваш замысел? Он наклоняет голову, размышляя над ответом. Наконец он кивает. Рауатай заинтересованы в стабильности на архипелаге Мертвого Огня и в благосклонности наших собратьев Хуана. Работорговцы же мешают и тому, и другому. Он делает паузу и смотрит на вас спокойными и не мигающими глазами. Решив, наконец, что он ответил на ваш вопрос, Ацура продолжает. Отправляйся на заставу работорговцев на острове Крукспур и убей мастера Куа, их предводителя, а прислужники разбегутся сами. Он показывает место на карте и поднимает на вас глаза. Как бы не хотелось мне отправить наши силы сражаться за благое дело вместе с тобой, я боюсь, это лишь приведет к трудностям во всем остальном. Он драматически вздыхает. Особенно учитывая, что некоторые из работорговцев действуют вполне легально, из благословения определенных официальных валианских лиц. Он наклоняет голову и глядит на вас со значением. Да, эти официальные лица, как миленькие на задние лапы, станут, только помани их серебром. Он усмехается. Однако мне из надежного источника известно, что у работорговцев серьезные разногласия с Вахаки. Может быть, Вахаки захотят тебе помочь. Если, конечно, сперва не отрежут тебе голову. Он пожимает плечами, всем видом показывая, что это всего лишь незначительное неудобство. Вахаки с острова Ори-О-Каики, что в переводе означает «проклятый остров Труп». Он сардонически усмехается, помечая место на карте. Они недолюбливают чужаков, так что осторожнее. И лучше вообще не приближайся. Главное, избавь нас от работорговцев с Крукспура. Это похоже на работу для наемников.
Простых наемников слишком легко соблазнить деньгами. С ними никогда не поймешь, кому они на самом деле верны. Он приподнимает бровь. Кроме того, если этим займешься ты, все будет выглядеть более-менее законно. Что ж, чем еще я могу быть тебе полезен? До свидания. Так, ну, вроде бы все. Я думаю, что да. Я как раз и думал о том, чтобы к Вахаке отправиться. Вот. Нам дали очередной повод это сделать. Давайте еще раз пересмотрим все задания. Вот, отправиться на Орио Каики. Это поросший джунглями остров, хорошо защищен, находится на северо-западе от Никитаки. Королева сообщила мне пароль, который даст понять Вахаке, что перед ними ее посланник, по осыпающимся горам через проклятое море. Так, Орио Каики. Вообще, я бы, честно говоря, вернулся бы, наверное, в Данедж и сдал бы все задания перед тем, как это все сделать. И, кстати, королевская компания Архипелага тоже хочет изгнать работорговцев. То есть мы таким образом поработаем на обоих. Еще на Саюком. Обсерватория Бекарна. Давайте все-таки вернемся к... вот, кстати, гноме Мистик Бейна. Вернуться на Нунгате. Нугата будет рада узнать, что на островах Змеином венце. Нугата. Змеиный венец. Нунгата. Хорошо. Я не помню, где конкретно оно там находится, но думаю, сейчас найдем. Просто в чем идея? В том, чтобы поднять уровень сейчас. Так, она, по-моему, стоит не наверху, насколько я помню, а все-таки внизу. Вот, а здесь королева Никаза. Я просто уже помню, что мы один раз так поднимались сначала наверх, а потом спускались вниз. Не помню, в какой серии. Причем мы не там спустились. Это я тоже, кажется, помню. А может, она и не в самом дворце? Что, кстати, вероятнее всего. Если судить по тому, как устроено Варате. Какое королева? Королеву мы уже обокрали. Это все Серафен. Это не я, ребят. Это все Серафен. Так, ну да.
Идти искать Нангата. Не тихи. По-моему, где-то вот здесь она. Нангата. Что скажешь, охотник? Нангата подмигивает и манит вас себе. Отдать голубин. И похоже, удача повернулась к ней спиной. Похоже на то. Нангата забирает голову и смотрит в ее глаза. Она была верткая, как намасленный пайр. Только сожмешь руки, как она тут же выскользнет между пальцев. Но ничто не длится вечно. Хорошая работа. Какие есть еще задания? Мои связные сообщают о шамане На, которую зовут Виссали Огненные Стопы. Говорят, у нее ядовитый язычок. Во время войны между кланами она под предлогом мирных переговоров заманила в западню вождя соперников. Нангата цокает. Ее змееподобные сородичи жаждут набить из нее чучело. Поговаривают, ее видели в захваченных ей землях на востоке островной цепи Куа-Орикуху. Я все еще ищу. Так, Виссали Огненные Стопы. Ну ладно, ладно. Это будет следующим нашим заданием. Давайте почитаем, где мы тут. Виссали Огненные Стопы. Одним из восточных островов цепи Куа-Орикуху. Кстати, а какой мы там уровень? 12, по-моему. 15, 15 мы уровень. 20, по идее, максимальный, поэтому мы довольно-таки неплохо за счет побочных заданий поднялись с вами, как обычно. Ну что ж, я думаю, что это все. Это все здесь. Вот, кораблик мы успели, наверное, починить, я надеюсь. Да, успели починить. Вот, еды у нас, в принципе, предостаточно. Давайте Эля сюда положим, вот так. Лепешка тар, боевой дух экипажа. Давайте даже вот так вот сделаем пока что. Ну что ж, выходим в море. И плывем на Донедж, назад на Донедж. Ну вот, будем сейчас сдавать все задания. А еще сейчас посмотрим, появилась ли деревня вот там на карте. В известных местах. Пока вы готовите корабль, на сходнях появляется фигура в балахоне. Силой вкладывает вам в руки сожженную книгу, после чего разворачивается и молча уходит. Сожженный кодекс. От переплета книги пахнет дымом. Куски страниц почернели и рассыпаются. Судя по немногим уцелевшим заголовкам, это был сборник древних законов. Теперь это всего лишь сгоревшая диковинка. Открыть книгу. Вы раскрываете древнюю книгу и видите почерневшие страницы, покрытые нечитаемыми письменами. Чем дольше вы смотрите на них, тем плотнее они покрываются тьмой. Внезапно страница расширяется, охватывая весь мир вокруг вас. Темная пустота простирается во все стороны, воздух наполнен удушливыми испарениями. Мимо летит пепел и еще тлеющие угли. Промолчать. Что-то шевелится в темноте. Старуха выступает вперед, глядя на вас с высоты. Она недобро улыбается, показывая зубы. Ее скулы искривлены, будто слеплены из текущего воска. Хорошо, что мой посланник сумел найти тебя. В эти дни очень тяжело с помощниками. Воедика. Хранитель. Прежде чем ты достанешь оружие, знай, что все сейчас происходит под знамением мира. Будь это ловушкой, она бы уже захлопнулась. Поскольку Берас шепчет тебе в одно ухо, а Иотас в другое, я подумала, что ты захочешь выслушать и более мудрое мнение, которое заглушит этот шум.
Я заинтригован, давай поговорим. Тебе не кажется необычным, насколько открытыми и доступными стали мои братья и сестры? После тысячелетий тайного нашептывания они доносят свои желания практически криком. Странно, что мы никогда не спорим, если за нами не наблюдают смертные. Что ты хочешь сказать? Если бы при нас по-прежнему были наши славные титаны, мы с братьями и сестрами давно бы покончили с Эотасом и его безумством. У нас нет сил, чтобы остановить его, но некоторые из нас хотят посмотреть, как смертные ответят на эту угрозу. Они думают, будто это лишь подчеркнет важность нашего покровительства. Воспитали ли мы вас достаточно, чтобы считать самостоятельными, или нам нужно вернуться на Эору, исправив ошибки? Я слушаю. На архипелаге представлен полный срез общества. Некоторые из моих братьев и сестер считают, что мы должны судить смертных, отталкиваясь от их достижений. Остальные уже приняли решение по этому вопросу. Почему у меня такое чувство, что ты пытаешься меня в чем-то убедить? Суди сам, но я думаю, что ты найдешь мои намерения куда более открытыми, чем думаешь сейчас. Становясь богами, мы делали это, чтобы помочь диким людям. Наша цель была создать общество, чьи ценности будут достойны вечности. Быть может, даже общество, которое в нас бы не нуждалось. Наивное заблуждение, которое вдохновляло моих оптимистичных сородичей. То, как ты со своими союзниками справишься с этой угрозой, покажет, хватит вам сил определять собственную судьбу, или нам придется пересмотреть свою стратегию. Те из нас, что слабы сердцем, рассчитывают на вашу победу, не сомневаясь, что их симпатия разделяет и Эотас. Мы существуем, чтобы править смертными. Ничто этого не изменит. Теперь ты знаешь правду. Думаю, у тебя появились вопросы. Боги считают, что мои действия могут доказать правильность их отношения к смертным? Докажи это или докажи обратное, да. Я не соглашалась с этим предложением, но если твой пример покажет непригодность смертных, тогда этот план будет работать на пользу мне. Меньшинство из богов считает, что ваши решения докажут обоснованность их оптимизма, словно бы взаимодействие и находчивость смертных подкрепляет нашу власть. Некоторые из нас были умнее, их не так легко убедить. Смертные уязвимы, когда не следуют судьбе, которую мы для них определяем. Считать иначе — лишь множить несогласие и хаос. Расскажи мне о просвещенном обществе, которое тебе представлялось. Это был очень амбициозный план, утопичный, может даже слишком амбициозный. Мы получили власть, отвечая на неудовлетворенную потребность. Приняв эти роли, мы смогли менять Эору, влиять на вас, закладывать основы будущего общества. Вначале некоторые считали, что смертные нас перерастут, словно это было каким-то благоприятным исходом. Для меня же наш вечный пантеон всегда был критически важной частью Вселенной. Эотас был одним из тех, что поддерживали смертных. Я же была их наиболее настойчивым критиком. Как ты поймешь, что общество устроено идеальным образом? Хороший вопрос, на который очень сложно дать ответ. И делать это мне приходилось часто. Мы предположили, что они, кем бы они ни были, откроются нам. Нас сменит рациональная власть, храмы опустеют. Из-за Эотаса мы вынуждены доставать пирог из печи, хотя он не успел пропечься. У вас, несчастных, не было ни малейшего шанса доказать, что я ошибаюсь. Почему остальные боги терпят твои возражения? Противодействие может принимать разные формы. Церковь, принимающая и обращающая в оружие мое учение, и я, беснующаяся в виде Титана, это совершенно разные вещи. Эотасу не свойственна деликатность. Дважды он мешал чистоте нашего эксперимента, делая это с вызывающей демонстративностью, подрывая нашу власть. Ты так относишься к тому, что сделал Таус? Его подход был хитрым, непрямолинейным. Тебе я не стану ничего объяснять. Кроме того, ты недостоин произносить его имя. Я не могу согласиться с теми, у кого мягкое сердце. Какая разница, пройдут ли смертные какое-то испытание? Я уже все решила. Какими бы ни были мои чувства, кризис заставляет нас поспешить.
Окончательный суд пройдет скорее, чем нам хочется. Что случится, если кто-то докажет твою неправоту? Если наш пантеон узнает, что смертные развили идеальную устроенную систему до зрелого состояния, я не стану возражать. Я лишь отойду в сторону и буду ждать, когда она рухнет. Мы нужны смертным. Я знаю это так же верно, как свое имя. Даже законопослушное и ответственное общество обречено на постепенный распад, потому что его создатели и наиболее верные стражи все-таки смертны. Удовольствие, которое мои братья и сестры получат от своего маленького эксперимента, будет очень недолгим. Исправлять же все придется мне. Значит, ты права даже тогда, когда ошибаешься. Понятно. Наверное, у каждого плана должны быть критики. Да, некоторое противодействие может быть полезным. Без трения не будет тепла. Не ошибись, Хранитель. В этом случае тебе меня не опровергнуть. Этот план переустройства общества, мне кажется, совсем не очевиден. То есть боги создают безбожный мир? Как же иначе? Мои братья и сестры решили влиять на смертных, подталкивая их в правильном направлении. Даже если это приведет их туда, куда сами мы последовать не можем. Я не собираюсь сдаваться. Общество распадется, если королева не будет насаждать строгий порядок. И были другие вопросы. Тебе многому удалось научиться. Если почувствуешь, что готов услышать правду, только скажи. Почему ты решила мне довериться? Намеренно или случайно, но ты всегда оказываешься в эпицентре перемен. Такие смертные появляются очень редко. Некоторым не понравится, если я отниму у смертных свободу, не дав им возможности высказаться. Тебе дарована честь выступить адвокатом человечества. Прежде чем я вернусь на Эору и по праву установлю над вами свою власть, у тебя есть возможность доказать, что я не права. Доказать, что смертные достаточно ответственны, чтобы самостоятельно определять свою судьбу. Ты говоришь так, словно у нас нет шанса. Говоришь, словно так и есть. У смертных есть мгновение, чтобы решить, будут ли они сопротивляться вместе, либо откажутся от гордости и станут на колени. Я уверена, что ты не разочаруешь нас. Когда мое положение будет восстановлено, еще не определившиеся боги поддержат мой план. Изменилось ли твое мнение о смертных? Ничто, сделанное тобой, не может считаться необратимым. Можешь гордиться хотя бы этим. Я хочу поговорить о колесе и вашем становлении богами. Мы вместе отвечаем за колесо, каждый из нас по-своему служит ему. Я – ось, относительно которой боги уравновешивают свою власть. Эотаз заставляет колесо вращаться. Он помогал нам объяснить смертным, что терпение и труд приведут их к заслуженной награде на следующем цикле. Как ингвитанцы стали богами? На вершине своей власти мы создали силу душ. Мы осознали силу душ. Мы поняли, что их можно связывать, разделять, направлять, подобно течению реки, сковывать вместе. Сковывать оказалось проще всего. Те из нас, что согласились с проектом восхождения, и многие из тех, что отвергли его, были преданы насильственному и ужасному стиранию личности. Когда пыль осела, мы приняли обличие существ из наиболее распространенных на Эоре мифов. Были и другие верования, другие боги, но мы много трудились, стирая их имена из истории. Как именно работает колесо? Большая часть механизма перерождения в пространстве идеи там. Ты не увидишь никаких шестерен и рычагов, если мы не сотворим их, чтобы проиллюстрировать идею. Колесо обладает единственным материальным компонентом, который мы создали, чтобы непрерывно направлять ауру туда, через сияющую ауру. До нашего вмешательства поток ауры не имел четкого направления, был непредсказуем. Мы смогли расширить проем, направить поток, дать ему более эффективное русло. Перерождение существовало и до вас, зачем нужно вмешиваться? До того, как мы взяли колесо под контроль, перерождение порой происходило с ошибками, не двигалось вперед. Было много пусторожденных, других, еще более страшных пороков души. Контроль позволил нам укрепить души смертных на многие десятилетия. Мы сделали вас мудрее, сильнее, помогли создать общество, которого вы, по нашему мнению, заслуживали. Каждая смена цикла показывала справедливость моих убеждений. Природа порождает хаос, дисциплина порождает совершенство.
или другие вопросы? Да все. Да, я думаю, что будет так. Наш разговор не закончен. Ты знаешь, как вернуться сюда? Вайдика скупо кивает. Вы чувствуете, как ее присутствие вивает вас подобно ветру. Ну что ж, ребят, вот так вот. Мы пообщались теперь с Вайдикой. Каждый бог хочет нам навязать какую-то свою точку зрения. Не очень я люблю эти божественные игры, но посмотрим. В любом случае, на сегодня, ребят, это уже все. С вами был Алитор. Спасибо за просмотр. Пишите комментарии, оставляйте отзывы, задавайте вопросы. Ставьте лайки под видео, подписывайтесь на канал. Также делитесь моими видео с другими. До скорой встречи.